Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Вышла на балкон. Немножко хочу помыть полы. Как и говорила, да, нам обещали, что песчаная буря придет, как будто бы на субботу обещали, сегодня воскресенье. В итоге песчаной бури нету. Ну, здесь часто бывает такое, то, что там что-то типа говорят, что будет, там дожди по поводу погоды, и она меняется. То есть говорят, что будут дожди 2-3 дня, в итоге дождь идет совсем чуть-чуть, и по идее ничего не происходит. По поводу песчаной бури в этот раз то же самое. Но я с вами вместе тут решила уборку произвести. Сейчас стол занесу, так как деревянные ножки, не совсем хорошо, чтобы он здесь мочился у нас. Вот, сейчас увидите, как я тут балкон мою, ну, полы точнее уж. Мне, конечно, здесь еще вот нужно вот эти вот окна помыть. Мы из-за того, что приходит песчаная буря, не стали мыть, то есть вот из-за этой новости. Но на самом деле, получается, в этот раз ее особо незаметно, мы не заметили. То есть ветра вот так гуляют, и она может как бы не дойти до нас, поэтому такое бывает. В прошлый раз дошла. И вот, кстати, подписчица мне писала, что как будто бы песчаная буря – это песок. Конечно же, я это знаю. Типа, а вы написали про лед. Но у нас просто было такое то, что и лед, и песчаная буря. То есть здесь все подряд. И, кстати, вот когда вот так вот лед, как град точнее, идет, очень часто бывает то, что потом, там, например, черешня, да, вот растет на деревьях, персики, абрикосы, они уже не такие хорошие вырастают, ну, так как это все влияет, в основном, то, что вот на деревьях, например, или цветет в данный момент, или вот уже появились какие-то маленькие вишенки, и вот это все страдает. Вот это, конечно, минус, поэтому хорошо, что до сюда не дошло. Ну, а у нас город Селевкия, да, провинция Мерсин, вообще здесь очень... Этот город славится тем, что здесь очень много земляники. Вот земляники, чуть дальше там уже лимоны, то есть каждый район, регион Турции всегда славится чем-то. Вот я думаю, убрать вот эти вот вещи или нет. Вот, поэтому нам повезло, песчаная буря в этот раз не пришла. Ставлю ставочки, какая она была в прошлый раз. Это было что-то. Вот, ну а я сейчас включаю вот так вот водичку. Просто включаю, наверное, сейчас носочки сниму. Просто вот так на полный напор включаешь. Вот такая штука есть, как я и говорила. И уберу все, что здесь накопилось. Всю пыль, потому что мы часто выходим на балкон, даже вот просто на улицу посмотреть, да, детей. Там вот, кстати, уже гуляют дети. А Залька пока у нас на рисовании. Я только сегодня с утра сделала вам ролик по поводу того, что Азалию отвели. Мы завтракали с Алмазом там. Вот. И решила опять по поводу песчаной бури рассказать. Вот так вот. Бывает то, что вроде как ты ждешь ее, а она не случается. Ну, как бы по слухам, да, что она придет. Не по слухам, по новостям. Вот, смотрите, как тут грязно. Хочу показать. Видите, сколько пыли. Это с прошлой песчаной бури, да, вот это все, сетка вся. Вот, ну, наверное, будем мыть все это дело. Как и говорила, да, сюда вот обычно турки шланг ставят. И вот так вот прям моют балконы у нас. Вот. Просто даже элементарно на полный напор водичку, потом вот так делаешь ее, вот так вот. Сейчас включу камеру, вот так лучше, наверное, даже. И сначала водичку распределил по всему балкону, да, потому что пыль, она очень быстро появляется. Вот. Включил воду, распределил по всему балкону, по углам.
И здесь есть слив. Вот, в сторону слива всю воду вот так вот убираешь. Вот весь процесс. Иногда, конечно, я вот сюда вот ставлю гриль. Вот, готовлю что-то, например, жирное, если остается такой жирный отпечаток после этого. Я уже с другой шваброй все это намываю. Там, порошком или чем-то. Но ветрено все равно, погода поменялась в Турции. Вот 19 градусов показывает днем, до этого 25 было. И солнышко как бы особо нет, видите. По сути, песчаная буря должна была вчера уже прийти, но вчера тоже наподобие погоды была, но ветер был теплый. Сегодня ветер уже холодненький. Так, смотрите, какая красота, чистота. Вот, сейчас покажу. Вот так вот уже в конце остатки воды убираем в слив. Вот, и здесь она уже по трубе уходит. Да, вот бывает часто такое в Турции. Знаете, сейчас расскажу интересное, что это такое. Короче, идешь ты, значит, по улице и, например, сверху моет балкон. Если дом без сетея, да, то есть не такой прям облагороженный в плане вот этого всего, то может такое, что вода пролится на вас. Еще бывает такое, то, что вот эти стены, они не сильно высокие. Когда вот турки вот так вот моют, особенно если они шлангом все поливают, все это вниз льется, и когда мимо домов вы проходите, нужно быть осторожным. Если слышите звук воды или льется откуда-то вода, значит балкон моют. Вот, бывает такое, то, что они прям с балкона все вытряхивают. Это тоже может прям вот на голову вам свалиться. Недавно, кстати, у меня вот подружка рассказывала, что у нее так и было. Иду, значит, говорит. И, говорит, смотрю, кто-то, говорит, мне что-то кинул на голову, говорит, что-то, говорит, такое мягкое, типа картошки. Говорит, убрала и смотрю, говорит, бабка что-то там вытряхивает. Вот. И вот потом, вот как бы, оно, если вот у вас, например, под окнами, если бы, я думаю, не было бы вот этой дороги, где люди проходят, это еще как-то куда бы ни шло. Но если ты знаешь, что под тобой могут люди пройти, ну хотя бы ты посмотри. Ну, это мое личное мнение, конечно. Так, ну что, видите? Это сейчас очень быстро высохнет, потому что когда ветрено, да, ветер может унести многое, да, было дело у нас, там, стульчики улетали, одежда бывает частенько на первом этаже лежит, кто-то что-то нашел, занес. Иногда бывает в группу пишут, знаете как, турки тоже здесь живут, в нашем сите и турки живут в основном они-то и живут, вот, хоть и очень много русскоговорящих, вот даже сейчас гуляют русскоговорящие, вот, там, например, кто-то пишет, ой, у меня, говорит, что-то на балкон прилетело чье-то, фоткают и отправляют, а как-то было такое, то, что ко мне вообще зашли, значит, ну, турки, ну, женщина зашла. Говорит, у меня, говорит, бюстгальтер, говорит, к вам должен был на балкон свалиться. Я такая, я посмотрела, ничего нет. Я говорю, нету ничего. Она такая, ой, перепутала, говорит, типа этими, говорит, не на ту сторону, говорит, зашла. И напротив пошла к нам, короче. Вот такая ситуация бывает. Ну и что, чистоган, птички поют, хорошо. Еще вот песчаная буря, чем плохо, это вот машины, например, да. Но она сразу заметна, вот ты на улице выходишь, даже дорога вся такая в желтом песке, и машины такие желтые становятся.
она вот сразу как бы, да, вот, и я ее прям ощутила, это вот недавно было, вот тогда я ее ощутила. И вот все, небо и улицы оранжевого цвета. Я даже сидела, вот маме видео отправляла, вам скину. То есть это прям вот сразу заметно. Естественно, я не могу спутать град обычный с песчаной бурей. А то некоторые пишут мне тут, как бы, пока я еще в своем уме, все, что рассказываю то, что вижу. Вот. Ну, в общем, хотела с вами поделиться.